Вокруг столичного вуза вспыхнул скандал. В сети опубликовали видео, на котором, как утверждается, азербайджанские студенты Московского финансово-юридического университета маршируют по коридору учебного заведения и выкрикивают экстремистские лозунги. Кто и когда записал это видео, точно неизвестно, но на видео четко видны молодые люди, напоминающие по внешности азербайджанцев. И они действительно выкрикивают экстремистский лозунг. Пока никто точно не может сказать, что это было. Возможно, это просто какая-то нелепая выходка, может быть, кто-то решил скомпрометировать вуз или заработать просмотры. Однако также нельзя исключать вероятность того, что это действительно проявление националистических настроений. Между тем, в интернете пишут, что нездоровая атмосфера в этом университете сохраняется давно. Когда в информационном пространстве ситуация начала накаляться, руководство университета заявило о сотрудничестве с полицией и выпустило официальное заявление в связи с ситуацией по распространению информации о том, что в университете устроили митинг с призывами к межнациональной розни. Руководство вуза проводит внутреннюю проверку и заявляет, что в соответствии с правилами внутреннего распорядка МФЮА запрещает незаконную дискриминацию по признаку пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам. Многие комментаторы в сети предполагают, что за происходящим могут стоять недружественные государства. Возможно, зарубежные спецслужбы подбили студентов на столь радикальные действия. Остается надеяться, что правоохранительные органы разберутся в этом вопросе. Сообщается, что после публикации видео с противоправными лозунгами Управление СКР по Москве возбудило уголовное дело о призывах к терроризму. Администрация Московского финансово-юридического университета заявила о проведении внутренней проверки и сотрудничестве со всеми следственными органами для предоставления необходимых данных и выяснения обстоятельств произошедшего. В заявлении утверждается, что видео, активно распространяемое в СМИ, не имеет отношения к университету и снято за его пределами. Тем не менее, реакция в телеграм-каналах студентов и пользователей сети показала, что общественное возмущение не утихнет еще долго. Пост руководства университета набрал более 900 дизлайков и более 500 комментариев всего за несколько часов. Кроме того, телеграм-каналы утверждают, что такие настроения среди иностранных студентов являются нормой для Московского финансово-юридического университета. Говорят, что подобные выкрики, как и звуки национальной музыки и танцевальные ритмы, стали там повседневностью. Перемены превратились в импровизированный танцпол, где студенты оттачивают движение лезгинки. А педагоги нередко вынуждены ждать, пока аудитория освободится от танцоров. При этом студенты с флагами Азербайджана во всеуслышание заявляют, этот вуз принадлежит только нам. Большинство учащихся и преподавателей недовольны, но не знают, как им себя вести в сложившейся ситуации. Открыто выступить против агрессивно настроенных азербайджанцев они не решаются. Ведь, как известно, прав тот, у кого больше прав. В заявлении руководства вуза утверждается, что университет запрещает незаконную дискриминацию по признаку пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения и так далее. Вопрос в том, насколько эффективны будут действия вуза по отношению к тем, кто допустил формирование подобной обстановки в вузе. И речь не только о необходимом отчислении и депортации тех, кто выкрикивал призывы к насилию, но и ответственности допустивших подобное. Получается, если бы экстремистский ролик не попал в сеть, ситуация там всех вполне устраивала. Кстати, буквально на днях мигрант-подросток из Азербайджана в городе Нижние Серги Свердловской области с разбега налетел ногой на сверстницу. И все ради хайпового видео. Резонанс вокруг инцидента в одной из школ Свердловской области продолжает набирать обороты. Учительница, вставшая на защиту пострадавшей русской девочки, была уволена под предлогом защиты репутации директорши. Тем временем школьник, напавший на девочку, находится в следственном изоляторе. А общественность бурно обсуждает не только его действия, но и поведение школьной администрации. Ситуация обострилась после того, как многочисленные ученики начали массово делиться в социальных сетях подробностями инцидента. По их словам, директор школы, ставшая на сторону подростка-агрессора, всеми силами пытается избежать наказания. В результате вся вина за произошедшее перекладывается на классного руководителя. Несмотря на то, что учительница находилась в отпуске на момент инцидента. Учительница всячески пыталась защитить девочку и урегулировать ситуацию, но ее сделали крайней, пишут учащиеся.
В то же время директор школы, как утверждают местные жители, продолжает пытаться увильнуть от ответственности, чтобы сохранить свою должность. Обвиняемый подросток по имени Гасымов уже взят под стражу. Ему не повезло только в том, что ему больше 14 лет, он будет отвечать по всей строгости закона, заявляют следователи. Акт нападения, который сам подросток, вероятно, расценивал как шутку, теперь квалифицируется как хулиганство. Этот инцидент оказался лишь верхушкой айсберга. Стало известно, что девочка длительное время подвергалась травле. Администрация школы предпочла закрывать глаза на происходящее, подчеркивают местные жители. Лишь после общественного резонанса дело было передано в 3-й отдел по расследованию особо важных дел Следственного комитета. Теперь школьная администрация находится под пристальным наблюдением. Возбуждено отдельное уголовное дело о халатности. Следователи разбираются, почему педагоги и администрация школы игнорировали многочисленные сигналы о травле. Особое возмущение у людей вызывает история с увольнением классного руководителя. Учительница, действительно пытавшаяся защитить пострадавшую девочку, стала жертвой закулисных игр. Ее уволили, чтобы сохранить лицо директрисы, считают родители. Теперь перед педагогическим сообществом встает серьезный вопрос: как защищать учителей, которые готовы бороться за своих учеников, если их самих делают крайними? Сейчас следствие продолжается. Обе стороны, обвиняемый подросток и администрация школы, находятся под пристальным вниманием. Вопросы к системе образования звучат все громче. Как школа могла допустить такое? Почему дети ради лайков готовы на насилие? И кто должен нести ответственность за происходящее? Этот случай стал уроком для всех. Не только для подростков, которые должны понимать, что насилие – это не игра, но и для взрослых, обязанных обеспечивать безопасность и воспитание детей. Если система продолжит замалчивать такие случаи, история будет повторяться. Лайки и хайп не стоят сломанных судеб, пишут люди в соцсетях. Многие также возмущены тем, что в некоторых школах стало непомерно много детей-мигрантов, толком не знающих русского языка. Тем временем спикер Госдумы Вячеслав Володин устроил опрос о необходимости запрета принимать в школы детей-мигрантов, не знающих русский язык. Всего за пару часов проголосовали более 65 тысяч человек. Комментарии людей говорят о большой усталости, накопившейся среди русских. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем официальном телеграм-канале на более чем 1 миллион подписчиков устроил опрос. Он заявил, что депутаты готовят новый законопроект, который ограничит прием в школы детей-мигрантов, не знающих русский язык. В связи с этим Володин устроил опрос. Аудитория могла поддержать, отвергнуть или сохранить нейтралитет к следующему утверждению. Правильно. Чтобы они перед зачислением в школы проходили предварительное тестирование. На 10 утра 16 ноября проголосовало уже более 60 тысяч человек, 96% из которых поддерживают депутатскую инициативу. В комментариях люди начали активно выражать свое мнение об обучении детей иностранных граждан в школах России и не только. Многие писали о необходимости запретить диаспоры, так как без этого другие меры против мигрантов практически не работают. Кроме того, люди настаивают на ведении с мигрантами только трудовых отношений, то есть запретом на ввоз их семей в Россию. Данную инициативу также давно обсуждают и власти. Кто-то высказывался и более эмоционально. «Их вообще не должно быть здесь», пишут люди в комментариях под публикацией Володина. Некая Татьяна справедливо заметила в комментариях, что с таким запретом на обучение в школах без знания языка на улицах появятся группы детей-мигрантов, которые фактически будут предоставлены сами себе, а потому необходимо в принципе серьезно ограничить их въезд в Россию. О запрете на ввоз семей мигрантов в Россию говорят уже давно, о таком народном желании в курсе и президент. В ходе личной встречи с Владимиром Путиным депутат Леонид Слуцкий фактически передал ему волю людей, которые выступают против допуска семей иностранных граждан в страну. Мы выступили с инициативой запретить неквалифицированным мигрантам привозить их огромные семьи, чтобы не было источника социальной напряженности, очередей в поликлинике, сложного поведения детей-мигрантов в школах и многого другого. Что не совсем вяжется с нашими традициями, с устоями нашего общества, заявил Слуцкий. Что думаете насчет всего этого, уважаемые зрители? Делитесь своими мыслями в комментариях и не забудьте подписаться на наш канал, если вы этого все еще не сделали. Всем добра, всем пока!